Всем сейчас хорошо видно, что в мире действительно происходит нечто странное и необычное. Давайте попробуем все вместе разобраться в этом. Всем привет! С вами Финимор. Жители Китая стали замечать появление необычных облаков. Джуна обнаружил возле Юпитера древнюю межпланетную станцию. Появились загадочные порталы над Индийским океаном. Марсоход НАСА увидел неопознанный объект. Над Индонезией случилось нечто очень странное. Жители Китая с началом этого года стали повсеместно наблюдать весьма странные облака в небе. В провинции Юньнань были замечены огромные радужные облака, но на этом странности в небе не закончились. В городе Фучжоу, провинции Фуцзянь, люди увидели в небе нечто очень похожее на гигантскую птицу в небе. Официальные власти, как обычно, заявляют, что это всего-навсего игра света и тени, совместно с буйной фантазией наблюдателя. Однако, давайте посмотрим с вами, что же еще странного происходит в других концах света. Вот такое необычное облако видели очевидцы в ЮАР. А это Шотландия. Отчетливо видно светлое пятно в небе. И это точно не Луна и не Солнце. Вот еще одно довольно странное скопление облаков. И еще одно странное облако было замечено в Канаде. Это уже Германия. И да, эти кадры просто нечто. Два Солнца это или загадочная планета Нибиру попала в кадр. Некий Мануэль Родригес часто наблюдает за Солнцем с помощью своей камеры и специальных светозащитных фильтров. Как видим, что вокруг Солнца находятся некие странные объекты. Вернее, они находятся на противоположной от Земли стороне, примерно 2-3 астрономические единицы. Будут они хорошо видны всем где-то в мае месяце. Что-то с нашим небом явно не так. Странные облака, странный свет и цвет, армады метеоритов, гамма-всплески, аномалии погоды и так далее. То есть над нами что-то явно происходит. Вот только что конкретно? 11 января 2021 года все мировые СМИ сообщили сенсационную новость. Космический аппарат Джуна, находящийся на орбите Юпитера, обнаружил FM-радиосигнал, который шел со спутника Юпитера Ганимеда. Джуна, он же Юнона, это автоматическая межпланетная станция НАСА, запущенная 5 августа 2011 года для исследования Юпитера. Это второй проект в рамках программы «Новые рубежи». Выход аппарата на полярную орбиту газового гиганта произошел 5 июля 2016 года. Целью миссии было изучение Юпитера, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра. Какое-то время назад, когда это было точно, увы, не сообщается, космический корабль пересек радиоисточник, известный как декаметровое радиоизлучение или просто Wi-Fi. Спутник видел это радиоизлучение всего 5 секунд, но этого было вполне достаточно, чтобы подтвердить его источник. Так в чем же интрига? А вся интрига в том, что об этом излучении стало известно еще в октябре 2020 года, хотя агентство НАСА рассказало нам об этом только сейчас. А именно, история эта началась с появления вот такого сообщения. Согласно этому сообщению, его написал офицер ЦРУ, который осенью 2020 года отправился в бега. Причиной этого была зачистка команды агентов, которые зачищали и прятали всю информацию об этом открытии. Так как на орбите Ганимеда был обнаружен некий загадочный объект, похожий на межпланетную космическую станцию. Нашел этот объект Джуна, который 6 июня 2020 года обнаружил странный радиосигнал, и о котором НАСА сообщает нам только сейчас. Сигнал этот был очень мощный и шел узким лучом.
Подобного явления в природе просто не бывает. Поэтому спутник притормозили и при следующем обороте повернули его в сторону этого загадочного сигнала. Сигнал шел от объекта в виде тора, внутри которого была подвешена сфера диаметром порядка 1000 футов. Сфера была из субстанции, напоминающей металл, светилась пурпурным светом с зеленым отливом и вращалась по часовой стрелке. При этом тор вращался в обратном направлении. Также было похоже, что сфера была повреждена каким-то внутренним взрывом. Что это такое, никто не имел понятия, и высказывалась мысль, что это дело рук процивилизации Земли, которая пыталась когда-то колонизировать Юпитер. Также рассматривалась версия инопланетного происхождения этого объекта. В общем, когда обо всем этом узнали, к теме подключили специальных агентов, которые начали чистить информацию. Когда вся информация была успешно спрятана, начался второй круг чисток, где задействованные в операции агенты стали загадочно, добровольно уходить в мир иной. Друг и напарник автора этого сообщения вдруг специально бросился под огромный самосвал. Оставшийся в живых агент понял, что совсем скоро в окно выпрыгнет случайно и он сам. Поэтому он убежал за границу, откуда стал распространять всю известную ему информацию, обнародование которой немного защитило его от скорой ликвидации. Когда люди на форуме узнали об этом, все весело и дружно посмеялись. Правда, с форума эту ветку с постом быстро удалили, и это не показалось никому странным. Однако, когда об этом открытии на Ганимеде заговорили гуру из НАСА, тут вдруг все поняли, что это странное сообщение агента было чистой воды правда. Именно поэтому сейчас, чтобы замять всю информацию, НАСА срочно выпустила свою легенду происходящего. Скорее всего, этот беглый агент не только оставил пару сообщений на разных форумах, вероятно, он смог прихватить с собой пару фотографий этой загадочной станции. Возможно, скоро они тоже появятся в сети на всеобщее обозрение. Основным источником фото и видеосвидетельств НЛО являются обычные люди, которые случайно сняли их на свои камеры. Всем хорошо известно, что мировой океан составляет более 70% площади всей поверхности Земли. Из этого следует, что все наблюдения необычных явлений должны происходить именно там. Но несмотря на большое количество разного рода транспорта в океане, свидетельств наблюдений разного рода аномалий довольно мало. Но если все-таки удается снять нечто необычное там, то это сразу ставит в тупик всех исследователей. 15 марта 2021 года Шамудра Билас, член команды индийского парохода, стал свидетелем странного явления в небе. Вот что он сам говорит об этом. 12 марта 2021 года наш корабль находился в Индийском океане и двигался в направлении Бангладеш. Мы видели в ночном небе загадочное световое шоу в течение 20 минут около 20:00. Наш третий помощник позвонил мне и сообщил об этом, а также попросил меня срочно подняться на палубу и принести с собой свою камеру, чтобы сфотографировать это. Через минуту я поднялся на мостик. На мостике находились и другие члены экипажа, включая нашего капитана и главного инженера. Мы все стояли и наблюдали это. Капитан первым заметил этот свет. Я тоже увидел это. Капитан рассказал мне, что сначала он увидел это. Оно было намного меньше и ярче. Я стал снимать замедленной съемкой и сделал фотографии. После того, как свет исчез, я сфотографировал положение нашего корабля, широта, долгота, время. Мы обсуждали это всей командой, но никто не знал, что это такое, и мы никогда раньше не видели ничего подобного. Что это такое конкретно, я вам не могу сказать. Возможно, это какие-то секретные испытания или опять какие-то происки инопланетян. При этом понятно, что аномалии над Канадой и Индийским океаном довольно разные. Схожи они только яркой световой вспышкой и своим распространением в пространстве. И если они уже появились здесь, вероятно, скоро их будет довольно много видно везде. 30 июля
2020 года НАСА отправила к Марсу очередную исследовательскую миссию «Марс-2020», включающую марсоход и вертолетный дрон. Посадка на Марс в районе кратера Эзера была произведена 18 февраля 2021 года. Фотографии с Марса приходят действительно довольно странные, противоречащие всем официальным рассказам. Например, чего только стоит одна панорама Марса. Если посмотреть на это просто геологически, то мы видим россыпь относительно мелких валунов со следами длительной обработки или водой, или атмосферой. Атмосфера там есть, поэтому, может быть, она так камни и отполировала, закруглив углы. А вокруг камней лежит что-то типа песка, которого довольно много. Отсюда возникает вопрос: где вы такое видели на Земле? При наличии атмосферы такое невозможно в принципе. Ландшафт бывает или каменный, или песчаный, то есть песок, перемещаясь ветром, должен камни покрыть, либо рядом должны быть скалы, которые, разрушаясь, пополняют россыпи камней и попутно закрывают долину камней от ветра. Но мы ничего подобного не видим. В общем, странностей довольно много на Марсе. Об этом я вам рассказывал не раз. Тогда я решил отправиться на официальный сайт НАСА и посмотреть на новые фотографии, пришедшие с Марса. Однако я совсем не ожидал увидеть это. Perseverance рассматривал Солнце в свою навигационную камеру. Ниже Солнца отчетливо виден некий объект. Этот объект размером примерно с Уран, так как для Юпитера он очень мелковат. Возможно, это один из спутников Нибиру или корабль пришельцев. В общем, ситуация вокруг этого марсохода складывается весьма неординарная. Как думаете вы, что это такое на самом деле? Пришло очень срочное сообщение из Индонезии. В ночь с 16 на 17 марта на остров Сулавеси упал метеорит. Интересно, но в Индонезии подобные события происходят уже в 4-й раз за месяц. Предыдущий метеорит, наделавший много шума, упал на остров Бали 24 января, после чего были еще сообщения о 2 упавших метеоритах, но немного меньших размеров. А если взять сводку падений по всей Южной Азии, то есть добавить к Индонезии Филиппины, Малайзию, Камбоджу и крайний север Австралии, то счет метеоритов пойдет уже на десятки. Это очень много для такого небольшого района размером со Средиземное море. Метеориты не могут падать только в 1 квадрат на планете. Они должны распределяться как-то равномерно. Но этого почему-то не происходит здесь. Причем не только в последнее время, но и десятилетиями. Только в Индонезии есть профессия «охотник за метеоритами». Именно поэтому коллекционеры всего мира едут именно туда покупать себе небесные камни. Можно подумать, что над Индонезией купол разваливается, или висит что-то наподобие летающего города инопланетян, и время от времени они оттуда сбрасывают на голову туземцев камни. Конечно, есть еще один вариант. Возможно, какие-то аэрокосмические бои идут в небе именно над этим регионом. Война в атмосфере и в космосе. Эта версия подтверждается обилием в этом районе наблюдений НЛО, которые сильно концентрируются в основном возле вулканов. С другой стороны, горы и вулканы – это традиционное место наблюдений НЛО. Чаще всего их видят именно там. Но в Индонезии видят не только НЛО, но и какие-то объекты, которые постоянно падают с неба. Над другими базами инопланетян это происходит гораздо реже. С чем это связано точно, я не знаю, но могу предположить. Пришельцы не едины в своем всемирном правлении, и зоны их влияния явно поделены на определенные сектора. А инопланетяне, которые управляют Южной Азией, живут социалистическим строем и хотят продвинуть коммунизм на всю галактику. В таком случае вполне понятно, почему везде на планете НЛО летают вполне нормально. Но именно над Индонезией они почему-то падают, официально превращаясь в камни из космоса. Скорее всего, если хорошо поискать, можно будет найти в джунглях куски НЛО с нарисованными на них красными звездами и яйцеголовые черепа космонавтов в буденовках. Так что следим за дальнейшим развитием событий и ждем новых сообщений о находках бесценных космических
артефактов. Буквально заканчивая работу над этим выпуском, мне на почту пришел интересный материал из Новороссийска. Там были замечены тоже странные облака в форме колец. Я об этом уже говорил вам в крайнем выпуске. Кто не видел, обязательно посмотрите его. И как я вам говорил, если нечто появилось в одном месте на планете, появится когда-нибудь и в другом. Так и произошло. Не успели утихнуть споры в комментариях под предыдущим видео, как в Новороссийске уже появились эти загадочные кольца. Так что внимательно следим за дальнейшим развитием событий на этой планете. А они, я уверен, будут весьма интересные. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.